Всем привет! С вами Энзи Кольт. В этом видео хочу поделиться с вами результатами тысячелетнего исследования текста Пятикнижья. Тора или Пятикнижие – это первые 5 книг Библии. Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Эти книги одинаковы для иудаизма и христианства. Пятикнижие рассказывает нам о личностном Боге, сотворении мира, Адама и Евы, вечную жизнь, грехопадение и возникновение зла, всемирном потопе, исходе из Египта, а также по подсчетам иудаизма в Торе содержится 613 заповедей, куда входят знаменитые 10 заповедей. Согласно самому сюжету Библии, Бог явился Моисею в пустыне, в горящем, но не сгорающем кусте, и повелел ему увести евреев из Египта. Во время 40-летнего странствия евреев по пустыне Моисей на горе получил от Бога заповеди на 2 скрижалях, а также подробные инструкции по созданию святилища, скинии. Далее Моисей поставил шатер вдали от стана израильского и назвал его скинией собрания. Когда Моисей выходил ко входу скинии, спускался столб облачный, и Господь говорил с Моисеем лицом к лицу, как если бы кто говорил с другом своим. Согласно самой хронологии Библии, иудеи получили Тору и заповеди в 1312 году до нашей эры. Произошло это на 50-й день после исхода из Египта. Текст Торы был записан Моисеем, и это вошло в мировую историю как Синайское откровение. Хотя точно неизвестно, как именно авторство Моисея стало авторитетным взглядом в раннем христианстве и иудаизме, но в этом процессе можно выделить 3 фактора. Во-первых, есть ряд отрывков, в которых говорится, что Моисей что-то записал, часто по повелению Бога. Во-вторых, Моисей – главный герой сюжета 4 из 5 книг, кроме книги «Бытие». И, наконец, авторитет личности Моисея как законодателя и освободителя израильского народа. Таким образом, к I веку нашей эры уже стало обычной практикой называть 5 книг законом Моисея. Авторы Нового Завета приписывают все книги от Бытия до Второзакония писанием Моисея. Ярко это выразил и Иисус. Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель, Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писаниям не верите, как поверите моим словам? Позже в Вавилонском Талмуде, иудейском вероучительном документе, говорится: Моисей написал свою книгу, раздел о Валааме и книгу Иова. Иисус Навин написал свою книгу и 8 стихов Торы, в которых описывается смерть Моисея. Маймонид, крупнейший раввинистический авторитет, философ, ученый и врач, закрепил авторство Моисея в своих 13 принципах веры, краткое изложение необходимых верований иудаизма, 8 из которых гласит: «Я безоговорочно верю, что вся без исключения Тора, которая есть у нас, это Тора, данная Моисею Всевышним». Маймонид подчеркивает, что каждый стих Пятикнижия следует рассматривать как равнозначную часть откровения. Даже каждая буква должна восприниматься как содержащая божественную мудрость. Раввины также объяснили, как Тора передавалась последующим поколениям. Моисей получил Тору на Синае и передал ее Иисусу Навину. Иисус Навин – старейшинам, старейшины – пророкам, а пророки передали ее мужам Великого Собрания, которые в свою очередь передали ее раввинам. Ортодоксальные иудеи поэтому говорят, что благодаря этой цепочке хранителей сегодняшняя Тора идентична той, которую получил Моисей, и не отличается ни одной буквой. Первым, кто намекнул о том, что не все Пятикнижие написано Моисеем, был Авраам ибн Эзра, испанский еврейский знаменитый толкователь Торы, признанный поэт, блестящий грамматик иврита, философ. В своих комментариях на некоторые стихи Пятикнижия он ссылается на секрет, который хочет намекнуть, но не раскрывать. Он называет его «Тайна 12», намекая на всем известный факт, что последние 12 стихов Второзакония о смерти Моисея написаны другим автором. Ибн Эзра не утверждал эту мысль прямо, однако его рассуждения позже объяснил другой раввин Джозеф бен Сэмюэль Бонфилс, живший в XIV веке. Вот отрывки, которые, как считал Ибн Эзра, не принадлежали перу Моисея. Бытие 12:6.
«И пошел Авраам по земле сей до места Сихема, до Дубравы Море. В этой земле тогда жили хананеи». Банфилс поясняет: «Тогда». Этими словами автор ясно выделяет время, в которое он это писал, после смерти Моисея, когда хананеи уже были изгнаны и более не владели теми странами. Бытие 22:14. «И нарек Авраам имя месту тому Господь усмотрит. Посему и ныне говорится, на горе Господа усмотрится». Банфилс расшифровывает Ибн Эзру так: в истории жертвоприношения Исаака Авраам называет это место «Господь усмотрит», а название горы «на горе Господа усмотрится» она получила только после того, как была назначена под постройку храма. А этот выбор горы еще не был сделан во времена Моисея. Это гора Мория, на которой был построен храм, как написано во 2 Паралипоменон 3:1. Отсюда следует, что автор Пятикнижия жил не ранее времен Соломона. Ныне говорится, это значит, это то, что люди в наше время говорят, когда идут на праздник в Иерусалиме, что на горе Господа усмотрится. Невозможно, чтобы люди говорили так во времена Моисея. Второзаконие 1 с 1 по 5. «Сии суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом в пустыне на равнине против Суф». Выражение «за Иорданом» не могло быть написано Моисеем, никогда не переходившим Иордан. Кроме того, любой, кто внимательно посмотрит на эти стихи, поймет, что все 5 стихов говорят от третьего лица, как если бы эту историю рассказывал кто-то другой. Второзаконие 3:11. «Ибо только Ог, царь Васанский, оставался из Рефаимов. Вот одр его, одр железный, и теперь в Рааве у сынов Амоновых. Длина его 9 локтей, а ширина его 4 локтя, локтей мужеских». Известно, что Моисей никогда не входил в землю аммонитян. Второзаконие 2:37. Поскольку Моисей никогда не входил в Рааву, откуда ему было знать, что железное ложе Ога было там? Также известно, что Израиль не входил в Рааву до времен Давида, который послал Иава завоевать землю аммонитян. Тогда бы они узнали, что кровать Ога была там. Второзаконие 3:14. «Иаир из колена Манассии завладел всей областью Агроб, простиравшейся до границ Гессурских и Маахских, и названные по имени Иаира, потому и по сей день Васан называется городами Иаира». Завоевание Иаиром области в Васане упоминается в числах 32:41. Однако, если этот стих был написан при жизни Моисея, почему он сказал, что они и по сей день называются городами Иаира? Это произошло всего несколько недель назад. Второзаконие 31:9. «И написал Моисей закон сей, и отдал его священникам, сынам Левииным, носящим ковчег завета Господня, и всем старейшинам сынов Израилевых». Действие происходит в последний день жизни Моисея. Если он уже написал и отдал Тору священникам, то кто тогда пишет этот стих в данный момент? Второзаконие 31:22. «И написал Моисей песнь сию в тот день, и научил ей сынов Израилевых». В тот день звучит, как будто речь идет о событии в прошлом, хотя по сюжету Моисей умер в тот же день, когда написал песню. Так что если бы это Моисей писал эти слова, то имело бы смысл сказать «в тот же день». Джозеф Банфилс об этих отрывках написал прямо. Отсюда видно, что данные стихи были записаны в Торе позднее, и не Моисей написал их, а один из более поздних пророков. Рассмотрим эту идею, что в Пятикнижии есть стихи, которые были добавлены кем-то другим. Для примера возьмем стих про кровать царя Ога и смоделируем эту ситуацию. Итак, прошло уже несколько столетий со времен Моисея. Сидит, значит, человек и думает, что-то эта книга, продиктованная Богом, недостаточно идеальная. Чего-то в ней не хватает. А вот чего, размеров кровати Ога. Возникает множество вопросов. Сколько свитков Торы было в то время? Их же копировали? Он внес изменения во все свитки? Как он убедил всех в том, что у него есть полномочия добавлять предложения в Тору Моисея? Хотел ли этот автор умышленно выдать свои комментарии за слова Моисея? И, наконец, что такого важного было в этих стихах, чтобы их добавлять? Считаете этот сценарий добавления правдоподобным? Помните, я упоминала Вавилонский Талмуд, в котором написано, что Иисус Навин написал свою книгу и 8 стихов Торы, в которых описывается смерть Моисея. Посмотрим повнимательнее на описание смерти Моисея. «И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской,
по слову Господню, и погребен на долине в земле Моавитской против Беф-Фигора, и никто не знает места погребения его даже до сего дня». Способ выражения «до сего дня» показывает, что писатель рассказывает о древнем событии. Была еще такая идея в иудаизме, что это все-таки Моисей описал свою смерть, но пророчески, со слезами на глазах. В таком случае звучит довольно странно, что Моисей, когда он был еще жив, говорит о месте своего погребения, что оно не было найдено до того дня. Далее. «И не было более у Израиля пророка, такого как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу». Предложение написано в прошлом времени. Дело даже не в том, что Моисею было бы нескромно так писать о себе. Автор этих строк явно жил гораздо позже Моисея, знал дальнейшую историю Израиля, и ему было с кем сравнивать. Поэтому это бессмыслица, что Иисус Навин написал эти строки сразу после смерти Моисея. Далее была выдвинута дерзкая гипотеза, что большая часть Пятикнижия вообще не принадлежит Моисею. Первым это сказал английский философ Томас Гоббс в XVII веке в своей книге «Левиафан». Следующим был Исаак Пьер, французский врач-кальвинист, автор концепции преадамитов, утверждавший, что не все человечество произошло от Адама и Евы, и что были человеческие существа, созданные ранее их. Он прямо написал, что Моисей не был автором первых книг Библии. Книга Пьера попала под запрет и сжигалась. Ему самого арестовали и поставили условие. Если он хочет выйти на свободу, он должен обратиться в католичество и покаяться в своих взглядах перед папой. Он выполнил это условие. Бенедикт Спиноза, нидерландский философ еврейского происхождения, посещал начальную религиозную школу Эц-Хаим, где изучал Тору с комментариями, Талмуд, основы еврейского богословия и риторики. В своей работе «Богословско-политический трактат» Спиноза настаивал на том, чтобы мы подходили к изучению Библии, как к любой другой исторической книге. Мы не должны начинать с предположения о том, что Библия богодухновенна, и наделять ее особым статусом. Скорее, нам следует исследовать библейские повествования с той же рациональной объективностью и критическим отношением, как и любую другую книгу. В результате Бенедикт проанализировал Библию с такой смелостью, на которую никто не решался до него, указал множество противоречий, хронологических нестыковок и несоответствий авторства. Спинозу признавали самым опасным философом в Европе XVIII века. Его проклинали, опровергали, а позже и восхищались им. Альберт Эйнштейн до того восхищался этим человеком, что написал стих в его честь. В своих комментариях Спиноза обращает внимание на то, что писатель Пятикнижья говорит о Моисее в третьем лице. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. И как может по-настоящему скромный человек сказать, что он самый скромный человек на земле? Моисей был охвачен гневом на вождей войска. А во Второзаконии Моисей говорит и рассказывает о своих деяниях в первом лице. «Господь мне сказал». А значит, Пятикнижие могло бы быть написано от первого лица. Но в конце книги Второзакония историк после того, как привел слова Моисея, опять продолжает рассказывать, говоря в третьем лице, каким образом Моисей этот закон передал народу и как он окончил жизнь. Некоторые местности называются не теми именами, которые они имели при жизни Моисея, но другими, которыми они были обозначены уже много лет спустя. Например, Авраам преследовал врагов до Дана, а такое название этот город получил только много лет спустя после смерти Иисуса Навина. Мог ли Моисей в книге «Бытие» писать о городе, который был построен через столетия после его смерти? Исторические рассказы иногда продолжаются за пределы времени жизни Моисея. В Исход 16:35 рассказывается, что сыны Израиля ели манну 40 лет, пока не пришли в землю обитаемую, пока не пришли к границе земли ханаанской. Об этом времени говорится в книге Иисуса Навина 5:12. Тогда манна перестала падать. Но Моисея тогда уже не было в живых. Как он мог написать, когда конкретно манна перестала падать? Способ выражения «до сего дня» показывает, что писатель рассказывает о древнем событии. Спиноза также предположил, что книги Иисус Навин, Судьи с 1 по 4 царств были написаны одним и тем же историком. Вывод, сделанный Спинозой, был радикальным.
Таким образом, из всего этого яснее дневного света видно, что Пятикнижие было написано не Моисеем, а другим человеком, который жил много веков спустя после него. На место Моисея Бенедикт Спиноза ставит Ездру, иудейского священника, жившего в V веке до нашей эры. Ездра сделал не что иное, как собрал истории из разных авторов, а иногда просто списал и оставил их потомкам еще не проверенными и не приведенными в порядок. Если кто-то внимательно вникнет в содержание этих книг, а именно, что предписания и истории смешаны без порядка и без учета хронологии, и что одна и та же история повторяется в разных версиях, тот легко распознает, что это все было собрано и награждено без разбору, с тем, чтобы впоследствии легче это исследовать и привести в порядок. Высказывание Спинозы неортодоксальных взглядов и фактический отход от иудаизма вскоре приводит к обвинению в ереси и исключению из синагоги. Его работа попала в католический индекс запрещенных книг. В течение 6 лет против него было издано 37 эдиктов. Вскоре во Франции Ришар Симон, в прошлом протестант, затем обратился в католичество и стал священником, написал книгу, которую задумал как критику Спинозы. По его мнению, ядро Пятикнижия принадлежит Моисею, но есть ряд поздних добавлений. Эти добавления он считал делом рук писцов, которые собирали, компоновали и редактировали ранние тексты. Однако современники оказались не готовы к восприятию таких идей. Его сочинение также попало в индекс запрещенных книг. Протестанты написали 40 опровержений на него. Из 1300 экземпляров книги были сожжены все, кроме 6. Французский врач-гугенот Жан Астрюк. Он анонимно опубликовал свое открытие в городе Брюсселе под заглавием «Предположения о тех самостоятельных источниках, которыми, по-видимому, пользовался Моисей для составления книги «Бытие». Немецкий профессор Иоганн Готфрид Эйххорн впервые в истории библейской критики стал говорить о библейской мифологии. Затем немецкий ученый Вильгельм Мартин де Ветте сделал вывод, что последняя книга Пятикнижия, Второзаконие, совсем не похожа на первые 4 книги. На этом основании он заключил, что Второзаконие первоначально было отдельным документом. Он также попытался датировать этот документ. В 4 книге Царств рассказывается о том, что в царствовании Иосии первосвященник Хилкия нашел в храме книгу закона, и что эта книга была немедленно принята к руководству в иудейском религиозном поклонении. Царь Иосия на основании требований этой книги централизировал поклонение в Иерусалимском храме и уничтожил все святилища на горах, все священные рощи и все жертвенники, находившиеся не в Иерусалимском храме. Де Ветте обратил внимание на то, что именно книга Второзакония предписывает такую централизацию культа и такие мероприятия в отношении языческих культов. Он сделал на основании этого вывод о том, что книга Второзакония и была той книгой закона, которую первосвященник Хилкия принес царю Иосии, как найденную якобы в храме. Де Ветте датировал обнародование Второзакония 621 годом до нашей эры. Итог более чем 100-летней истории развития документальной гипотезы подвел в конце XIX века немецкий библеист Юлиус Вельгаузен. Родился он в семье лютеранского пастора, был воспитан в консервативной христианской среде. В 1862 году он отправился в Геттинген изучать богословие, чтобы подготовиться к пасторскому служению в деноминации, членом которой был его отец. А также потому, что он любил ветхозаветные истории, особенно те, что касались пророка Илии. Дорожил многими церковными гимнами, также его вдохновляли примеры христианского благочестия. Он выучил иврит и погрузился в изучение Ветхого Завета. В 1878 году вышла в свет его книга «Введение в историю Израиля», в которой он свел все компоненты предыдущих исследователей воедино и, проделав глубокую самостоятельную работу, предложил ясный, четко аргументированный синтез происхождения Пятикнижия в виде 4 самостоятельных источников. Он также впервые объединил исторические и литературные подходы. В науке это получило название «документальная гипотеза». Вельгаузен утверждал, что Библия является важным документом для историков, но ее нельзя воспринимать буквально. Реакция его на работу была ошеломляющей.
Все, что могло опровергнуть Вильгаузена, было придумано, и отнюдь не только библейские аргументы. Раскованный тон книги взбудоражил консервативных коллег Вильгаузена, и они отреагировали яростной полемикой, на которую Юлиус смог ответить кратко и сдержанно. Со временем Юлиуса стала беспокоить неизбежная связь библейской науки и церкви. Как профессор богословия, Вильгаузен должен был готовить студентов к служению протестантской церкви, но он чувствовал, что сам уже не является членом церкви. Поэтому эта работа казалась ему жизнью во лжи. Он последовал голосу совести, оставил преподавание богословия и занялся другими исследованиями Древнего Востока. Что такое документальная гипотеза? Центральным утверждением документальной гипотезы является то, что Пятикнижие появилось не в результате божественного откровения Моисею, а в результате объединения и переплетения 4 изначально независимых документов. Авторов этих документов назвали J – Яхвист, И – Элохист, P – Священнический кодекс или священник, D – Второзаконие, R – Редактор. Отличительной чертой произведения, созданного одним автором, является внутренняя последовательность истории. Каждый сюжет содержит утверждение о том, как происходили события. Кто, что, когда, где, как и почему. Когда эти элементы единообразны по всему тексту, нет необходимости задавать вопросы о количестве авторов. Однако в Пятикнижии исторические утверждения, сделанные в одном отрывке, опровергаются или прямо противоречат другому. Различить отрывки из разных документов можно по видимым швам в тексте. Их 3 основные группы – противоречия, дублеты и разрывы. Противоречия, например, как называется гора Откровения, на которой Бог общался с Моисеем? Хариф или Синай? Как звали тестя Моисея? Рагуил или Иофор? Как Израиль получил город Сихем? Купил Сихем за 100 монет или отнял его у прежних жителей, перебив их? Хронологические противоречия. В Бытие 12.1 Аврааму сказано покинуть Харан после смерти его отца Фары. Согласно Бытие 11.26, Авраам родился, когда Фаре было 70 лет. Согласно Бытие 11.32, Фара умер в возрасте 205 лет. Следовательно, Аврааму должно было быть 135 лет, когда его призвали покинуть Ур. Но в Бытие 12.4 говорится, что ему было всего 75, когда он покинул Харан. Это несоответствие объясняется тем, что история в 12 главе взята из другого источника, чем генеалогическая информация в 11 главе. Разрывы. В этих случаях естественный ход истории прерывается несвязанными вставками, а потом возвращается к основному повествованию. Моисею велено подняться на гору, хотя он уже там. В Исходе 24.1.2 Господь повелевает Моисею взойти на гору с Аароном, Надавом, Авиудом и 70 израильскими старейшинами. Далее идет вставка церемонии завета с народом на основании законов в Исходе 20-23 глава, которые Бог дал Моисею на той самой горе, на которую Моисею сказано подняться. В стихах 9-11 Моисей и другие идут на гору, как сказано в начале главы. В 12 стихе Моисею снова велено взойти на гору, хотя он уже там. Между сценой на смертном одре Исаака и его реальной смертью прошло от 20 до 80 лет. Исааку было 60 лет, когда родились Исав и Иаков. Исаву было 40 лет, когда он женился на своих хиттейских женах, значит, Исааку уже было 100 лет. Далее идет сцена Исаак на смертном одре. Иаков обманом получает благословение. Иаков уходит, работает у Лавана 20 лет, у него рождается 13 детей, мирится с Исавом, возвращается к своему отцу, и после этих событий Исаак умирает аж в Бытие 35, 28-29, когда ему 180 лет. Таким образом, между 27 и 35 главами, между сценой на смертном одре и фактической смертью, прошло от 20 до 80 лет. Следующая категория швов – дублеты и триплеты. Это повторение той же самой истории с существенными отличиями. Рассмотрим дублет «Вода в Мериве». В этих похожих историях есть существенные отличия.
Редактор поставил рассказы об извлечении воды из скалы в разные концы Пятикнижья, исход 17 и числа 20. И получилось, что эти события разделяют годы и километры, хотя действие в них происходит вместе с одним названием. Отметим главное. В книге Исхода удар посохом в скалу правилен, а в книге Чисел неправилен. В книге Исхода это знак послушания, а в книге Чисел знак непослушания. Причем непослушание очень серьезного, худший проступок Моисея. Соответственно, Моисей терпит, пожалуй, самое неприятное для себя наказание. Он не доживает до входа в землю обетованную. И Аарон, который лично ничего худого в данном случае не сделал, несет тоже наказание за действия Моисея. Богословы веками ломали голову над этим отрывком. Чем провинился Моисей? Может, он зря ударил посохом по скале, а надо было ограничиться повелевающим словом? Или ему не стоило называть народ непокорным? Или вместо «разве нам из этой скалы извести для вас воду» необходимо было сказать «разве Богу»? Автор истории в Исходе – элохист, а в числах – священник. В истории священника Аарон играет важную роль. В данной истории Аарон у него не виновен и страдает за грех Моисея. В Пятикнижии таких дублетов насчитывается около 30, такие как Всемирный потоп, Завет с Авраамом, новое имя для Иакова – Израиль, продажа Иосифа в Египет, чудо разделения моря, манна и перепела в пустыне. Дублет считается особо проблемным, если это два взаимоисключающих повествования, как, например, две истории о сотворении в книге Бытие, глава 1 и 2. Далее триплет 10 заповедей. Посмотрим на них хронологически. Сначала в Исход 20 Моисей на Синае получает 10 заповедей, написанные на 2 каменных скрижалях перстом Божьим, и другие заповеди. Далее 32 глава Моисей спускается с горы и разбивает скрижали из-за грехов народа с золотым тельцом. После чего Моисею велено вытесать 2 новые каменные скрижали, и Господь напишет на скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые Моисей разбил. Моисей вытесал 2 скрижали и взошел на гору Синай. Глава 34. Однако получил совершенно другие заповеди. Далее Бог говорит, что в этих словах Он заключает завет с Израилем. То, что было написано на скрижалях, называется десятисловием. В книге Второзакония «Последний день жизни Моисея» мы читаем, что завет с Израилем был заключен на горе Хариф и повторяет заповеди из Исхода 20, но с другой 4 заповедью. Если бы это писал Моисей, то почему 4 заповедь другая? Еще стоит обратить внимание, что первые 2 заповеди Бог говорит от первого лица, а дальше в третьем. Следуя принципу, что повторения с противоречиями говорят о разных авторах, становится ясно, что этот триплет – соединение разных версий 10 заповедей в одну историю редактором. Стоит отметить в целом, что законы в Исходе, Левите, Числах и Второзаконии вписаны в сюжет. Их нельзя рассматривать отдельно от общей картины. Вы можете подумать, что, может, в то время просто принято было так писать тексты, повторять все по 2 раза. Вот как это комментирует Ричард Эллиот Фридман, автор книги «Библия с раскрытыми источниками». Я слышал, как некоторые утверждают, что такие повторения – обычное явление в ближневосточной литературе. Это неправда, потому что у нас нет примеров ближневосточной литературы в виде исторических текстов или длинных художественных произведений, написанных раньше, чем библейские тексты. Даже в поэзии это не встречается. Поэтический текст, наиболее похожий на библейский текст, который мы здесь обсуждаем, это эпос о Гильгамеше. А эпос о Гильгамеше состоит из нескольких источников. Теперь перейдем к авторам. Источники по-разному представляют, когда имя Яхве впервые было открыто людям. Ученые считают, что Яхвист был отдельным документом потому, что патриархи называют Бога Яхве, хотя согласно Исход 6.2.3 он им это имя не называл. Это прямо противоречит сюжету элохиста и священника. «И говорил Элохим Моисею и сказал ему: Я Яхве. Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Эль-Шадай, а с именем моим Яхве не открылся им». Исход 6. Оттуда двинулся он, Авраам, к горе, на восток от Вифиля, и создал там жертвенник Яхве, и призвал имя Яхве. Бытие 12.
И вот Яхве стоит на ней и говорит Иакову: «Я Яхве, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему». Бытие 28. Авраам знает имя Бога, а Иакову Бог прямо объявляет: «Я Яхве». У авторов Элохиста и священника, когда эти истории находились отдельно, была особая интрига в том, что Бог открывает Моисею свое имя, а раньше оно было неизвестно. Поскольку эти источники были объединены редактором, то получилось, что они смешались. При разделении этот сюжетный поворот возвращается на свое место. Яхвист использует только имя Яхве. Оно известно людям с самого начала и впервые используется Евой. Элохим не используется вообще. Элохист использует слова Элохим, Эль, Эль-Шадай до Исхода 3. После чего имя Яхве открывается Моисею и Израилю. Далее используются все разновидности. Священник использует слова Элохим, Эль, Эль-Шадай до Исхода 6, после чего имя Яхве открывается Моисею и Израилю. Далее используются все разновидности. Кроме того, у яхвиста и священника название горы Синай 20 раз. У элохиста и второзакония гора Хариф или гора Божья 14 раз. После того, как тексты были разделены на 4 источника на основании сюжета, можно увидеть особенности каждого автора. Джей Яхвист из Иудейского Южного царства написал большую часть книги «Бытие», а также встречается в книгах «Исход» и «Числа». Важное место в патриархальных повествованиях занимают семейные саги. Каин и Авель, Иаков и Исав, Иуда и Фомарь. Джей включает в свой рассказ уже существующие песни и стихи, добавляя их в подходящее время, чтобы придать колоритность и глубину. Песня Ламеха, благословление Иакова, песнь моря, песнь колодца. Яхвист богат на антропоморфизмы. Антропоморфизм – это приписывание Богу телесных форм и человеческих качеств и чувств. Например, Бог создает Адама из праха земного и вдыхает в него дыхание жизни. Адам и Ева слышат голос Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. В истории о потопе Господь раскаивается, что создал человека на земле и скорбит в сердце своем, лично закрывает Ноев ковчег и борется с Иаковом. И Элохист был левитским священником, жившим в Израильском Северном царстве. Встречается в книге «Бытие», большая часть Исхода и Числа. Большую роль играет пророчество. Даже Авраам считается пророческим заступником. Иосиф у Элохиста может истолковывать божественные сны. Даже иностранец Валаам может получать откровения от еврейского Бога. Бог является людям в видениях и снах, а не самолично. Видение Аврааму, во сне к Авимелеху, во сне к Лавану арамеянину, Моисей – единственное исключение. Особую роль в историях Элохиста играют божественные посланники-ангелы, как в патриархальных повествованиях, так и в качестве постоянного спутника в пустыне. Элохист написал историю жертвоприношения Исаака и 10 заповедей в 20 главе Исход. Пи был священником из потомков Аарона, или во всяком случае отстаивал интересы священников из потомков Аарона. Он жил в Иудее, почти наверняка в Иерусалиме. Он подробно описывает процедуру жертвоприношений, воскурения, священническую одежду, а также скинию и ее принадлежности. Написал всю книгу Левит, а также встречается в Бытие, Исходе и Числах. Истории Пи продвигают идею, что Бог – это космический владыка, управляющий огромной и упорядоченной Вселенной. Общаться с таким Богом можно лишь посредством организованной религии, при посредничестве священников, которые Бог сам назначил для такой цели. Ни о каких личных взаимоотношениях с Творцом и речи быть не может. В Пи нет никаких говорящих змей и говорящих ослов. Не стоит ждать также встреч с ангелами и неспосланных выше снов. Даже слово «пророк» встречается только один раз, причем относится к Аарону. В Пи нет ярких антропоморфизмов. В Пи ни разу не говорится, что Бог милостив. Вообще слово «милость», «верность» и «покаяние» не из его лексикона. Очевидно, он думает, что нельзя, согрешив, просто сказать «прости» и быть прощенным. Прощение невозможно без посредничества священника и совершения должных ритуалов. Ди – автор Второзакония или Девтерономический кодекс.
написан во время царствования царя Иосии, 621 год до нашей эры. Он написал почти всю книгу Второзакония, а также книги Иисус Навин, Судей с 1 по 4 царств. В первых 4 книгах Бытие, Исход, Левит, Числа источники яхвист, алахист и священник перемешаны. Однако от них нет и следа, за исключением нескольких строк в последних главах, во Второзаконии. Второзаконие написано в совершенно иной стилистике, чем предыдущие 4 книги. Его специфика заметна даже в переводах. Иная лексика, иные любимые фразы и повторяющиеся выражения. Есть дублеты целых разделов из первых 4 книг. Есть серьезные противоречия в деталях между ней и другими книгами. Действие сюжета Ди происходит в течение одного дня. Начинается с того, что Моисей вспоминает историю Израиля от откровения на горе до конца странствий по пустыне. Основная цель Ди – это предоставление и обнародование законов, находящихся в 12-26 главах. И он не мог написать эти законы в вакууме. Сначала автору Ди потребовалось написать вступление. «Сии суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом в пустыне». А сами законы он оформил как речь Моисея, обращенную к израильскому народу. «Вот постановления и законы, которые вы должны стараться исполнять в земле, которую Господь Бог отцов твоих дает тебе», говорит Моисей. Редактор. Как у Спинозы, так и у многих современных исследователей неоднократно возникало подозрение, что именно Ездра, иудейский священник, живший в V веке до нашей эры, создал Пятикнижие. Первый раз, когда мы встречаем полную Тору Моисееву в Иудее, она находится у Ездры. Он взыскал ее, был одним из писцов, который работал с ней, он лично отвез ее в Иерусалим и провел ее первое чтение пред народом. Это не доказывает стопроцентно, что автором Пятикнижия был Ездра, однако он был в нужное время и в нужном месте, с нужными полномочиями и профессией, а также с первой известной копией этой книги. Если не сам Ездра написал Пятикнижие, то это был человек, близкий к нему, родственник, коллега-священник. Возникает вопрос, зачем? Зачем редактор свел тексты в один? Возможно, все эти источники приписывались Моисею. Как тут быть редактору? Не мог же он согласиться, что из-под пера Моисея вышли разные, подчас противоречивые постулаты. Возможно, он соединил их для удобства чтения и обучения. Мы не знаем мотивов редактора. Но что можно сказать с уверенностью, так это то, что он постарался сохранить изначальные источники по максимуму. У него было довольно хорошее понимание, какие противоречия приемлемы для читателей, а какие нет. Проследить методы редактора лучше всего на примерах из самого текста Пятикнижия. В других моих видео есть разбор текстов с разделением на источники, например, 2 истории сотворения и 2 истории всемирного потопа. Подведем итог. Отличительной чертой единственного автора является его строгое соблюдение определенного набора исторических утверждений. Кто, что сделал, когда, где и как. Если эти утверждения противоречат друг другу, нам стоит учитывать, что работает другой автор. Там, где они совпадают, нет необходимости проводить какое-либо разделение по источникам. Таким образом, обращая внимание на противоречия и нарушения непрерывности в Пятикнижии, мы видим, как отдельные фрагменты объединяются в 4 цепочки источника, каждый из которых внутренне не противоречив и заметно отличается в своих исторических утверждениях. Это основные положения документальной гипотезы. Что будет значить для иудаизма и христианства, если документальная гипотеза верна? Учитывая противоречащую хронологическую информацию и дублеты, описывающие взаимоисключающие версии одного события, мы не можем заключить, что эти книги дают надежный отчет об исторических событиях. Никакого синайского откровения не было. Моисей не видел Бога лицом к лицу. Все эти истории выдумали про него люди, живущие гораздо позже него. Тора пришла к нам не через Моисея, которому Бог диктовал слова Библии, а через анонимных священников, которые писали о нем истории, преследуя свои религиозные, политические и социальные интересы. У редактора, собиравшего эти тексты вместе, не было цели создать безошибочный, непогрешимый, монолитный текст. Он соединил разные традиции своего народа. Иисус, ссылаясь на Пятикнижие, заблуждался, думая, что оно было написано Моисеем.
Писатели новозаветных текстов заблуждались, думая, что Пятикнижье было написано Моисеем. И, наконец, я не думаю, что будет преувеличением сказать, что каждое слово в Новом Завете, каждая доктрина ссылается на Тору, и без нее христианство просто не существует. На этом по документальной гипотезе все. Еще расскажу, что можно прочитать на эту тему. Бенедикт Спиноза, богословско-политический трактат. Он есть на русском языке. Who wrote the Bible? Ричард Фридман. Она переведена на русский язык под названием «Как создавалась Библия». В этой книге подробно описано, кем были авторы Пятикнижья – яхвист, алахист, священник, второзаконие и редактор, с исторической точки зрения и на примерах из текста. В конце этой книги есть таблица, в которой каждый отрывок из Пятикнижия распределен к J, E, P, D или R. И вы можете сами выделить для себя одного автора и прочитать, к примеру, только священника. Bible Resources Revealed. Ричард Фридман. Можно купить в Google книги. Она на момент этого видео есть только на английском языке. В ней указаны текстовые особенности каждого автора, маркеры, по которым 4 автора отличаются друг от друга, и взаимосвязь каждого с другими книгами Библии. Как пишет сам Фридман, в этой книге представлено самое большое количество доказательств документальной гипотезы. The Composition of the Pentateuch, Джоэл Бейден. Также на момент этого видео есть только на английском языке. Самая современная книга по данной теме. В ней есть подробное описание метода разделения текста на источники на основании сюжета и дополнительные подробности про авторов. Это видео посвящается Бенедикту Спинозе.